После 8 месяцев в зоне боевых действий капитан Джейкоб Миллер наконец ступил на родную землю. Его форма была пропитана пылью, глаза усталые, с потускневшим взглядом. В душе у него оставалось только одно желание — тишина. И могила жены Эбигейл. Она погибла в аварии, пока он был на задании. Он не успел с ней проститься, даже по телефону не успел сказать ничего. Первым делом он поехал на кладбище. Погода была пасмурная. Мелкий дождь моросил по выцветшим цветам, оставленным кем-то до него. Когда он подошел ближе, его шаги замедлились. У могилы уже кто-то стоял. Перед надгробием сидела девочка лет 8. Она присела на корточки и тихо плакала, сжимая в руках старого плюшевого мишку. На коленях у нее лежал засохший букет сирени. Джейкоб замер. Кто это была? Почему ребенок у могилы его жены? Он осторожно окликнул ее. Девочка вздрогнула, обернулась, быстро вытерла глаза. Щеки ее покраснели, плечи сжались. «Простите, я уйду», — прошептала она. «Я просто пришла к маме». Джейкоб застыл. Что она сказала? «К маме?» Его голос дрогнул, когда он переспросил. Девочка молчала, потом кивнула и сильнее прижала мишку к груди. «Как тебя зовут?» — спросил он. «Мэдди», — ответила она. «Сколько тебе лет?» 8. Скоро будет 9. Джейкоб сел на скамейку рядом. Сердце стучало так, будто он снова был под обстрелом. Он и Эбигейл не могли иметь детей. Им сказали об этом за год до ее гибели. Она ночами плакала в подушку, мечтая о ребенке. Они планировали усыновление. Но потом он уехал в командировку. «Где ты живешь?» — спросил он. «В приюте, на окраине. Иногда сбегаю сюда». «Почему ты думаешь, что Эбигейл твоя мама?» Девочка долго молчала, потом достала из рюкзака тонкий конверт. «Мне его отдали в приюте. Сказали, что открою, когда вырасту. Но я прочитала раньше. Там письмо от нее». Джейкоб взял письмо дрожащими руками. Его имя было выведено почерком, который он узнал с первого взгляда. Почерком Эбигейл. Он раскрыл конверт. «Если ты читаешь это письмо, значит, меня уже нет рядом. Прости, что не успела рассказать тебе лично. Несколько месяцев назад я узнала, что беременна. Я не говорила тебе, ты был на задании. А потом произошла авария. Если ты держишь это письмо в руках, значит, моя дочь, Мэдди, жива. Я просила, чтобы ее отдали в приют, если со мной что-то случится. Найди ее, полюби ее. Она часть нас. Твоя Эбигейл». Мир пошатнулся. Джейкоб провел ту ночь в машине у стен приюта. Он не мог уехать. Наутро он появился в кабинете директора. «Мне нужно знать правду», — сказал он. «Эта девочка может быть моей дочерью». После объяснений и показа письма директор согласился на проведение теста ДНК. Подняли все документы, отчеты, медицинские карты, бумаги, касающиеся Эбигейл и Мэдди. Через несколько дней пришел ответ. 99,98% совпадения. Джейкоб заплакал. Впервые за много лет. Не от боли, не от страха, от любви. Он держал Мэдди за руку, смотрел на фотографию Эбигейл и шептал: «Я нашел тебя. Я нашел ее». Директор приюта подтвердил, что девочку можно передать отцу, но требовались документы, решение суда. И главное, согласие самой Мэдди. Однажды вечером он спросил: «Ты хочешь жить со мной?» Она долго молчала, потом подняла на него глаза. «А ты будешь меня любить?» «Я уже люблю», — ответил он, — «потому что ты ее и моя». Прошел месяц. Солнце светило над тем же кладбищем. Джейкоб держал Мэдди за руку. Она была в белом платье, с косичками и аккуратным бантом, который сама выбрала. В руках букет свежей сирени. Они подошли к могиле Эбигейл. Джейкоб положил цветы, достал старую фотографию, где они с женой сидят на скамейке, обнявшись. Вставил ее в рамку и поставил рядом. «Мама, мы пришли», — прошептала Мэдди. Он опустился на колени. «Прости, что не был рядом, когда ты уходила. Но я здесь, с ней, и я не отпущу ее никогда». Мэдди прижалась к нему. «Спасибо, что нашел меня». Он поцеловал ее в макушку. А потом заплакал. Не от утрат,
а от того, что любовь, однажды потерянная, все же смогла вернуться домой. Если вам понравилась эта история, поставьте лайк и подпишитесь, впереди еще много удивительных рассказов.